Приветствую всех на канале, меня зовут Наталья, и сегодня я хочу вам показать свой вариант декора елочек. Возможно, для кого-то это будет новая идея. Приступим. Для сегодняшней работы мне понадобятся сами заготовки елочек, которые мы делали в прошлом уроке. Здесь я буду использовать кружево, вот такую тесьму из шариков, стразы. Вот у меня тут еще что-то есть, немного пайеток. И еще вот эту нить, которую использовали вот в этой елочке. И начнем вот с этой елочки. Здесь у меня кружево. И это кружево я аккуратно вот так по самому рисунку все вырезаю. Стараюсь резать, немного вот так оставляю. Затем я все это прижгу зажигалкой. И продолжаю работу. И теперь все края вот так обожгу. Это все закрепит и ничего сыпаться точно не будет. И намного все аккуратнее смотрится. Для декора с кружева я буду использовать стразы. Это у меня 10 и 8 номер, так как кружево нежное. И здесь, я думаю, не надо слишком крупные камни. Это универсальный клей уху. И для того, чтобы мне было удобнее работать, я переливаю в аппликатор. И, как я уже говорила, я выбрала мелкие стразы, но здесь каждый выбирает уже, что ему больше нравится. И вот по рисунку я подклею аккуратненько стразы. Для этого я использую восковой карандаш. Очень удобно с ним работать. Многие меня про него спрашивают. И вот наношу несколько вот таких точек с клеем. И затем подклеиваю стразы. Ничего сложного. И продолжаю по рисунку все оформлять. Стразы можно приклеивать и после того, как мы приклеим кружево на елочку. Но это можно, как я, сделать заранее, в то время как елочка сохнет. И если вот здесь я использовала 2 отрезка, то здесь, так как елочка у меня маленькая, я буду использовать 1 отрезок. И вот примерно вот так я его расположу. Вот так мне нравится больше. Вот таким образом. И теперь я беру этот же клей универсальный, придерживаю пальцем и наношу клей именно на рисунок. Вот, вы видите, вот здесь, где я стразы подклеила. И вот так размазываю его и на края. Теперь я аккуратненько все подклеиваю. Не надо стараться с первого раза все подклеивать. Когда немножко все закрепится, можно будет клей добавить, если где-то что-то не приклеилось. И вот так аккуратненько. Если где-то рисунка больше, то я добавляю клея больше. Главное, чтобы не попало вот на вот эти вот на сеточку, и чтобы клей не прошел через кружево. Я нанесла клей и вот так аккуратненько все укладываю. И пока что оставляю сушиться. Теперь приступим к декору вот этой елочки. У меня есть вот такие бусы на леске, но они идут вот такими пучками. Не просто на леске, у меня когда-то были светлые такие, я использовала в свадебных аксессуарах, а вот они вот такие вот отрезками. Поэтому я все это разбираю и буду использовать для декора. Они тут завязаны. Сейчас все это разберу. И сейчас я все это подклею. Если у меня где-то вот такой кусочек торчит, я его не отрезаю, а просто заправлю вот куда-нибудь. Вот, в елочку. И вот эту бусину я подклею.
Если это у вас целая полоска, то можно просто в нескольких местах подклеить. У меня вот это идет отрезками, поэтому я буду подклеивать все отдельно. Тут совсем все легко. И вот эти края тоже буду прятать, чтобы для лучшей надежности вовнутрь. И затем вот так сверху. Теперь беру следующую. Можно отсюда, можно от расстояния оставить. Я, скорее всего, буду прямо отсюда и подклеивать. Для этого можно использовать любые цепи, любой жемчуг, который у вас есть. Все, что есть. Чем больше разного вида декора, тем более разнообразнее будет смотреться ваша елка. Многие в телеграм-канале девушки там возмущались, что это уже старый вариант. Совсем не соглашусь с этим. Если посмотреть уроки или какие-то в Пинтересте образцы, то можно увидеть, что эти елочки до сих пор пользуются спросом и очень интересны. И вот так продолжаю подклеивать все остальное. Очень красиво на белом фоне смотрится. Вот здесь сюда спрячу. И вот таким образом продолжаю работу. И получится вот такая елочка. Ну вот еще одна елочка у меня готова. И я думаю, в зависимости от интерьера здесь можно добавить еще что-нибудь. Но я остановлюсь на этом. И сейчас приступим вот к этой елочке. И для декора здесь я буду использовать вот такие пайетки. И чтобы добавить еще немного вот такой фактуры, я буду использовать вот такую вязальную нить. И просто подклею ее в одном месте и буду обворачивать по мере того, как я хочу, гуще или не совсем. Первый ряд я подклею несколько раз, а потом уже можно проворачивать кверху. Вот здесь у меня где гуще, где меньше. Стараюсь, чтобы ворс был в одном направлении, но это уже по желанию, как кому хочется. Совсем немного клея. Ниточки очень такие тонкие, и поэтому слишком много. Так, вот тут еще подклею чуть-чуть, чтобы ворс у меня был повернут вниз. Ну, как я уже говорила, это по желанию. И в зависимости от того, какой фактуры вы хотите добиться. И вот так продолжаю работу. Здесь можно добавить уже готовые вот эти есть нитки вязальные с пайетками. Все, что у вас есть в наличии, или все, что осталось от вязания, все можно использовать. И вот так продолжаю работу. Вот получается такая пушистая елочка. Ну вот, я все подклеила. Можно вот так все пригладить, чтобы смотрела вниз. И теперь приступлю, так скажем, к игрушкам, которые я сделала из пайеток. Откладываю. И так, где? И рассыплю себе немного пайеток, чтобы выбрать, которые мне нужны. И также на середину вот игрушек я сделала как бы маленькие такие узорчики. Это я вырезала вот из этого шнура, который у меня идет вот с такими мелкими бусинами. И нарежу себе, чтобы мне хватило на все игрушки. И здесь можно уже выбирать, фантазировать, кому как хочется. Я вот беру немного клея, беру пайетку и подклеиваю ее. Можно это делать посередине
И я решила именно вот так. Здесь я использую пайетки серебряные, но можно использовать и вот эти голографические. Вот что у меня получается. И теперь я еще в середину добавлю чуть-чуть клея и посажу вот эту вот бусину. И вот такие елочные игрушки, импровизация у меня получается. Конечно, здесь я буду делать разного диаметра, в зависимости от того, какая у вас елочка, большая или маленькая. Вот я делаю больше или меньше. Здесь у меня, конечно, больше вот именно больших пайеток. Так. Если у вас будет совсем маленькая елочка, то, конечно, будут самые-самые маленькие игрушки, импровизированные. И продолжаю работу. Так, мне нужны серебряные. Можно любые добавить. Можно вот одну такую. Хотя это не очень хорошо видно. Так, вот такую нашла. Здесь уже в зависимости от того, какие материалы у вас есть. И продолжаем работу. Делаем елочные игрушки. Я подготовила игрушки для своей елочки, и сейчас будем декорировать. Я беру елочку, примеряю, так скажем, игрушку, наношу клей и подклеиваю. Примеряю следующую. Здесь можно приклеивать в любом порядке. Это как уже вам нравится. Конечно, чем ближе к макушке, тем меньше будут мои игрушки. Чтобы не получилось, что здесь вот такая большая игрушка, и все это слишком тяжело смотрится. И вот что у меня получается. И продолжаю работу. Здесь еще можно вот такую приклеить, а уже выше, наверное, поменьше. Можно использовать в таком декоре бусы. Можно использовать, ну не знаю, ну все, что у вас есть. Вот здесь хорошо будет смотреться. Всякие камешки, какие-то стеклышки. У меня очень много идей на следующий год. И я обязательно с вами поделюсь. Именно в декоре такие елочки смотрятся очень красиво. И продолжаю работу. И вот такие елочки в итоге у меня получились. Мне они очень нравятся. И, конечно, в следующем году, то есть уже в этом году, я покажу композиции с этими елочками. Мне нравятся все, а какие именно вам нравятся, буду очень рада, если напишите в комментариях. А на сегодня все. Творческих успехов вам и до скорой встречи. Пока-пока.